Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Он на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, приветствую всех подписчиков Александра и моего телеграм-канала alexeynaumov.внешпол. Вижу, что люди подписываются, рад всех видеть. В общем, в любом случае, всем привет. Да, у нас очень серьезный на самом деле разговор. Я хочу начать его с такого своеобразного заявления Орбана. Пока понятно, поговорим о БРИКС, об Америке, о реакции, там, 19-й пакет уже приоткрыли завесу таинственности, что будет против России вводить Европа. Но все-таки Орбан говорит более концептуальные вещи. Значит, вот эта вся история с гарантиями безопасности, перспективами членства Украины в ЕС, о чем говорили на прошлой неделе все, включая президента России Путина, значит, это очень опасная штука, потому что делит Украину на три части. То есть будет какая-то русская Украина, будет демилитаризованная Украина и будет западная часть, которую как бы приглашают в Европейский Союз, или как говорит Зеленский, гарантия безопасности – это членство в том числе. Ввиду этого возникает очень важный вопрос. А чем это отличается от Медведева, который карты показывал, помните, на общество знания? Чем это отличается, это видение, да, от вообще как бы планов на территорию Украины, глобального мира? И вот самый главный подтекст. А как этого достичь? И каким образом это будет достигаться? При согласии ООН, без согласия ООН? Нужно ли такое согласие? В общем, как вы рассматриваете перспективы, которые обрисовал Орбан? Вы знаете, я думаю, что не до конца соглашусь с вашей нарисованной вами картиной. Русской Украины как таковой, я думаю, не будет, поскольку просто регионы, которые вошли в состав Российской Федерации, будут как другие регионы Российской Федерации. Я не думаю, что у них будет какая-то особый статус какое-то продолжительное время. И лет через 10 они, грубо говоря, там вот Белгородская область будет Запорожская. То есть большой разницы в этом плане не будет. Куда интереснее посмотреть на действительно две оставшиеся Украины, которые вы начертили. Я думаю, что демилитаризованная зона, если она будет, собственно, частью юридически Украины. Это будет территория под контролем правительства в Киеве. Естественно, там просто не будет войск украинских, возможно, там будут, скорее всего, исключительно какие-то силы безопасности максимум, плюс, возможно, контингенты стран, которые устроят и Россию, и Запад, и нынешнее правительство в Киеве. Что касается той западной части, которая может войти в ЕС, в чем я на самом деле сомневаюсь, это действительно довольно хороший символ для Зеленского, за что воевали 3 года, чтобы войти в ЕС, иначе бы никогда не вошли. Но фактически странам Европейского Союза, другим, довольно больно будет проглотить членство Украины в ЕС. Пока Украина находится вне Европейского Союза, ей очень удобно давать деньги, заверения, оружие без всяких обязательств. Когда страна входит в состав Европейского Союза, там сразу появляются юридически обязывающие нормы. Вам, как руководству Европейского Союза, необходимо перераспределять фонды, которые идут на поддержку, что называется, самых слабеньких, таким образом, чтобы это было справедливо. Украина, учитывая ее большие размеры, население довольно многочисленное, должна будет получить довольно много денег. И это, естественно, не устроит тех, кто эти деньги хочет получить сам. То есть Польшу, Румынию, Болгарию, все страны ЕС, которые не являются, что называется, преуспевающими локомотивами. Более того, даже те страны, которые мы привыкли считать локомотивами, вроде Федеративной Республики Германия или Франции, испытывают огромные сложности. Вы посмотрите, сейчас будет голосование по вотуму доверия макроновскому правительству, которое, скорее всего, закончится провалом. Уровень популярности Макрона 15%, уровень долга Франции больше, чем вообще, по идее, разрешено правилами еврозоны. В Германии проблема с экономикой очевидная после отказа от российских энергоресурсов, и Германия тоже это такой локомотив, который, что называется, во многом идет под откос сейчас. И поэтому вопрос членства Украины в ЕС, я, честно говоря, не уверен. Да? Мне кажется, это красивый лозунг сейчас.
когда закончится война, об этом удобно будет забыть. Сейчас, ладно, Украине там тяжело, Украине плохо, мы говорим, да, мы, в смысле Европейский Союз, да, ставим себя на его место, говорим, да, конечно, Украина, давай к нам, мы поможем, обогреем, хотел сказать, огреем, да, оговорка по Фрейду, вот, но когда война закончится, все вот эти вот данные обещания, данные в состоянии исступления, как правило, потом легко забываются. Что касается там планов глобальных элит на Украину, смотрите, я не очень верю, что есть какой-то план рогатых сионистов, там, не знаю, рептилий насчет Украины, но давайте просто посмотрим, а какой есть выход в целом, да? Мы можем рассуждать о том, какие у кого были планы, но на самом деле куда интереснее рассуждать, какие альтернативы есть у нас сегодня. Сегодня у нас есть или продолжение конфликта без какой-либо надежды Украины на победу. Вот только что до эфира прочитал новость, что господин Сырский заявил, что российская армия превосходит украинскую по материально-техническому обеспечению в 3-6 раз, по-моему. То есть, знаете, как говорят тоже коллеги американские, все написано на стене, просто посмотри, и все понятно, чем это все закончится. Или, соответственно, надо думать, как из всего этого выходить. Выходить из этого для Украины надо с наименьшими потерями. Регионы, которые вошли в состав России, понятно, это уже плюс-минус потери. Можно говорить, что я Донбасс не отдам, если вы Зеленский, но многое здесь уже от вас, если вы Зеленский, не зависит. Поэтому надо думать, как спасать оставшиеся. И вот это было бы для Зеленского идеальным исходом, если бы хотя бы взяли в ЕС. Да, все уничтожено, женщины уехали, мужчины уехали, никто не вернется. Хоть что-то мы от этого получили. Получили в членство в Европейском Союзе. Тут интересная же была история, да, по-моему, раскопали запись господина Подоляка, что ли, который говорил там в 2020 году, что наша цена за присоединение к западному миру – это большая война с Россией. Мне правда хочется спросить, мне вот интересно, есть ли хотя бы какое-то видимое большинство, не большинство, видимое количество жителей Украины, которые скажут, да, это того стоило. Вот надо нам было провоцировать Россию, буквально там совать голову в рот тигру ради того, чтобы что? Пока вот еще ничего. Так что смотрим, какие есть реальные пути выхода из этого конфликта, и понимаем, что хороших путей для Украины, к сожалению, осталось не так много. Руководство Украины во многом обрекло страну на такую судьбу. Как из нее выходить? Хороших выходов нет. Нужно искать наименее плохой. Скажу так. Алексей, Урсула созвонилась с Венсом. И, в общем-то, опять ходаки у Трампа. Да. Кошта говорит, поехали, там делегация, представители, лидеры. Конечно, не все вместе, как тогда с Зеленским. Наверное, численность будет поменьше. Однако, они будут обсуждать санкции против России. Примечательно и интересно, что таким фоном для этой встречи являются Бессент и Хассент. В общем, один советник Национального экономического союза, другой, понятно, министр финансов, который говорит, мы готовы, разрабатываем. Ой, какой ужасный удар по Киеву был. Это вот прям повод, чтобы задуматься, активнее работать в этом направлении. Вторичные санкции и, как вы понимаете, скажем так, большее давление на Российскую Федерацию. Прям лучше повода и не найти. Здание правительства под обстрелом. Как эпично выглядели, как гасили с вертолета это здание, как премьер, в чем была, в общем-то, без дресс-кода и макияжа, примчалась на развалины. В общем, классно отработали медийно эту картинку. Однако, на что реально готов Трамп? И вот этот же посыл, он направлен исключительно на Европу, мол, родненькие, мы не против вторичных санкций, только вы тоже там российскую нефть в любом виде, от индийских НПЗ или каких-то других, скажем так, поставок, серых, теневых, вы тоже давайте присоединяйтесь. Присоединяться ли? Я думаю, что какие-то шаги Европейского Союза в этом плане возможны, потому что Европейского Союза не так много
хороших ходов осталось в этой ситуации. По сути, эта ситуация нынешняя обнажила довольно зримую несостоятельность Европейского Союза как актора, участника системы международных отношений. Вроде как на бумаге у Европейского Союза огромная экономика, вот это все работает, но по факту политического влияния у него практически нету. И принятие торговой сделки, так называемой, с Дональдом Трампом прошло без сучка, без задоринки, согласились на кабальные буквально условия. И ситуация с так называемой коалицией желающих обнажила реальную картину. Без США они ничего не могут. И их цель сейчас – это на свою сторону перетянуть Дональда Трампа, вынудить его выступить против России. И мы видим, как, буквально ходаки, да, они едут с протянутой рукой. Пожалуйста, дайте санкции, пожалуйста, противостоите России, пожалуйста, продолжайте делиться с нами разведданными, которые мы можем передать Украине. Потому что, не помню, кто говорил из европейских чиновников, что да, без США мы слепы. У нас нету спутниковой группировки, у нас нету тех военных возможностей, которые необходимы Украине, и без США это ничего не сработает. Поэтому у них режим протянутой руки в отношении Вашингтона. Что касается самого Вашингтона, очевидно, что уж Венс, наиболее, наверное, антиукраински настроенный чиновник из нынешней администрации Белого дома, видел у украинских пользователей в интернете такую шутку, что, ознакомившись с позицией Джей Ди Венса, беспокоюсь за здоровье Дональда Трампа, так сказать, молюсь за его долгую и счастливую жизнь, потому что, очевидно, Венс настроен гораздо более критически по отношению к Украине. Американская администрация, в свою очередь, находится к Европейскому Союзу в следующей конфигурации. С одной стороны, они продолжают увещевать Европейский Союз, что сопротивление в каком-то смысле бесполезно, что Украина проиграла уже этот вооруженный конфликт, и ей необходимо сохранять имеющиеся у нее козыри в виде контроля над оставшейся частью Донбасса и разменять эти козыри на что-то еще. Это первое. Второе, они находятся в понимании того, что им надо на самом деле с Россией в каком-то смысле дружить. Смотрите, с точки зрения американского политического класса в мире сейчас складываются две таких противостоящих друг другу группы. С одной стороны, мы видели вот ШОС, но давайте не будем весь ШОС под одну гребенку тащить. Это Китай, Россия, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северная Корея. Можно туда пристегнуть Бразилию и Индию, но в целом, да, Бразилию так, Индия точно в эту категорию входит. В другую категорию входят США, Европейский Союз, Украина, и, наверное, Япония, Южная Корея, да, то есть традиционные американские союзники. С точки зрения американского внешнеполитического интереса, вот эта первая группа, Китай, Россия, Индия, Иран, Северная Корея, не должна быть в таком виде. Россия и Индия должны быть на стороне США. С Индией мы видим, ситуация складывается обратная. Индия разъярена ситуацией с таможенными пошлинами. Она вообще в Индии традиционно было недоверие к Вашингтону. Но за прошедшие 30 лет с момента холодной войны, с момента конца холодной войны, распада Советского Союза, мне кажется, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, немножко это недоверие удалось снизить. То есть американские политики своими предсказуемыми действиями, учитывая традиционное противостояние Индии и Китая, смогли Нью-Дели на свою сторону перетащить. Плюс Индия считает себя самой большой, самой густонаселенной демократией мира, и здесь было даже некое идеологическое взаимодействие, идеологическая симфония. Сейчас ситуация разворачивается таким образом, что вот этот блок антиамериканский и антизападный включает в себя и Россию, и Индию. И администрация Трампа, не будучи дураками, у вас модно ругать Дональда Трампа, что он какой-то придурок, дурак, но нет, это не так. Они понимают, что их внешнеполитический интерес состоит в том, чтобы Россия не была врагом США. И, понимаете, получается, поддержка Украины выглядит ситуацией, когда вы
получаете все минусы, но не получаете никаких плюсов. Поддерживая Украину, вы что делаете? Вы не приближаете ее военную победу, потому что на самом деле она уже сейчас невозможна. Можно было говорить, знаете, 23-й год, непростая ситуация. Сейчас любой непредвзятый анализ покажет следующее, что поражение России невозможно, победа Украины невозможна. Поэтому, если вы американцы, и вы помогаете Украине, вы не добиваетесь ее военной победы, вы сплачиваете друг с другом вот этот альянс государств, противостоящих Соединенным Штатам Америки, и вы тратите деньги как бы в общем-то ни на что. Сейчас уже Трамп даже и деньги не тратит, он как бы переложил все это на Европейский Союз. Далее, какие вы получаете, соответственно, плюсы? Ну, Европейский Союз вам благодарен. Но Европейский Союз и так настолько находится в вашей власти, в подчиненном к вами положении, да, вспоминаем там раба и господина Гегеля, прости господи, что вам это не нужно. И поэтому поддержка Украины не имеет никакого стратегического смысла для США. Почему это продолжается? Почему, тем не менее, Трамп не говорит: все, расходимся, концерт закончен? Потому что Трамп не может позволить себе быть обвиненным в поражении Украины. Он не может позволить себе, чтобы к нему пришли люди, пришел Зеленский, пришла Урсула, прости господи, фон дер Ляйен, и сказали ему: Дональд Фредович, из-за тебя Украина проиграла. Поэтому он как бы продолжает говорить: вот, мы готовы к новому пакету санкций, сейчас еще с Путиным созвонимся. Сколько все вот это звучит уже. Я что думаю? Я полагаю, что, возможно, какие-то санкции американские будут введены. Эти санкции будут введены не для того, чтобы победить Россию, это, как мы понимаем, не очень возможно, а для того, чтобы Трамп мог сказать: я санкции ввел, вы просили, я их ввел. А насколько они эффективны? Ну, если вы не будете вводить санкции против Индии и Китая, то эти санкции эффективными не будут. А если вы будете вводить эти санкции, их никто не будет соблюдать. Мы видели, что впервые на прошлой неделе, или на позапрошлой, перед саммитом ШОС, да, это как раз стык прошлый-позапрошлый, китайские заводы жиженного природного газа приняли газ с подсанкционной российской платформы Арктик СПГ. Так что игнорирование американских санкций вступило буквально в активную фазу. Так что у американской администрации не остается хороших в плане Украины шагов. Так что я думаю, эта вялотекущая история будет продолжаться. Она закончится тогда, когда у Украины не останется под контролем территории Донбасса. Тогда можно будет переходить к следующей фазе переговоров, когда очевидно, что у Украины не будет уже козырей в колоде. Так что вот так. Однако, понимаете, тут территории, это, конечно, безусловно важно. Мы с этого и начинали, да, вот с Орбана, с раздела. Однако тут же война экстерриториальная. Ну вот, например, да, там удары по Донецку, по парку развлечений. Удар по столице Украины, да, то есть по попаданию в дома. Удары по энергетике. Уже там в Сумской области Шостка пострадала. Есть удары по Трипольской электростанции. Ну, точнее, то, что от нее осталось. В том виде она, конечно, была мощной, а сейчас что-то где-то худо-бедно. И туда, в общем, стреляют. И вовсю уже говорят о том, что там Украину обратят в каменный век. Отключат свет. Зима будет тяжелой. Власть украинская рапортует: да не, мы готовы на 80%. Нет, может, больше будет отключение света. Но по большому-то счету ничего страшного, выгребем. В общем, бодрятся. Понимаете, в чем тут как бы главный момент? Когда выходит, например, Кадыров вчера в интервью российским СМИ и говорит: слушайте, война закончится, когда Украина станет частью России. Вся. То есть без зон, без ничего. Тут же очень важно понимать, что дроны летят далеко, ракеты летят далеко, и поэтому здесь нужно принимать какое-то решение. И вот если мы в военную эту составляющую воздушной войны посмотрим, то какое-то определенное решение должно быть политическим. А его как раз-таки не просматривается на фоне вот этих ходоков, санкций и всего остального. Нет выхода политически.
Потому что военным образом, ну, простите, можно стрелять и там из-за другого берега Днепра по России. Россия может стрелять из Каспийского моря. То есть это расстояние, ну, как бы оно экстерриториально, воздушное пространство. Ну, залетел дрон в Польшу прошлой ночью, позапрошлой. Ну, ничего страшного, залетел, как залетел, так и вылетел. Ну, стреляют, залетают с территории Беларуси, получается, да, вот, ну, идет во время этой большой атаки, как бы заход на территорию Беларуси, ну, заходят и заходят. Все как-то так в сторонку, всем плевать, здесь делается вот какое-то дело. Поэтому тут границы, наверное, вторичны. Политическое решение как найти? Прекрасная позиция, Александр, я совершенно с вами согласен. Необходимо понимать, что я не считаю, давайте будем честны, что Россия имеет целью контроль территории всей Украины. Это, во-первых, потребует огромного количества вооруженных сил. Во-вторых, мы понимаем, что украинцы, ну, мне кажется, это очевидно, украинцы, которые находятся к западу, скажем так, в западной части страны, не очень расположены по отношению к России в целом. И, естественно, контроль такого недружественного населения, мало того, что очень тяжел, он и не несет в себе никакого политического смысла. Поэтому я искренне полагаю, что российские интересы ограничены теми регионами, на которые сейчас выдвигаются претензии, которые уже по Конституции России входят в состав Российской Федерации. Я не буду спекулировать относительно других регионов вроде Одесской области, Одессы, Николаева и так далее. Я думаю, что теоретически такая возможность есть, практически пока возможности ее реализации я не очень вижу. Если не будет прекращения конфликта, у России есть возможность сделать жизнь на территории Украины не совсем благоприятной для развития экономического процветания и в целом как бы нормального там существования. Потому что уничтожение систем энергетики, уничтожение электростанций, трансформаторных объектов, тяговых подстанций, железнодорожных не добавляет качество жизни. И, соответственно, необходимо для Украины, мне кажется, осознать Россию как неизбежность. Даже если вы Россию не любите, вы считаете ее злом, вы считаете меня страшным монгольским кочевником. Кстати, напомню, что в Монголии одна из самых устойчивых демократий. Поэтому, когда Россия обвиняет в ордынском, так сказать, ДНК, это очень смешно звучит, потому что буквально самая демократическая оказалась ДНК. Так вот. Соответственно, необходимо, если вы не любите Россию, вы можете осознать ее как необходимое зло. То необходимое зло, с которым вы не можете бороться силой, потому что оно просто слишком велико, и оно имеет возможность сделать вашу жизнь плохой. Поэтому надо с этим злом, если вы таковым Россию считаете, выстраивать предсказуемые отношения. Не пытайтесь выглядеть угрозой. Знаете, есть довольно много шуточных руководств, как жить, например, если ты оказался в одном вольере с гориллой. Тебе нужно, значит, забиться, сделать себя там маленьким, не стучать себя по груди, не говорить, что ты войдешь в НАТО. Я не знаю, концепция НАТО, насколько гориллам известна, но тем не менее. Если вы так к России относитесь, то и ведите себя с ней соответствующе. Не пытайтесь создавать ей угрозу. Как бы, понимаете, вот это довольно довольно очевидный, мне кажется, момент. Тут, понимаете, вот я часто спорил с коллегами, да даже не просто с коллегами, ну, с друзьями буквально, когда мне говорили, ну ты знаешь, типа 24 февраля 2022 года все-таки российские войска перешли границу. Это как бы они все начали. Я говорю, окей, хорошо, не спорю, но предприняла ли Украина достаточные меры для того, чтобы этого не произошло? Выходила ли она на контакт с Россией? Пыталась ли она российские интересы как-то учесть? Или она вела себя максимально вызывающе, максимально провоцирующе, максимально недружелюбно. То есть, понимаете, если бы, как бы, вот представьте себе, что вы президент Украины. Ваша задача в чем состоит? Она состоит в том, чтобы показать москалям Кузькину мать, или чтобы украинцы нормально жили, чтобы было безопасно, чтобы Украина процветала. И вот, ответив на этот вопрос, можно дать себе ответ на другой вопрос. А правильно ли поступал Владимир Зеленский? Правильно ли поступало руководство Украины? На мой взгляд, нет. Задачей
руководства страны никогда не является отстаивание какого-то идеологического принципа. Принципа, что мы имеем право войти в НАТО. Окей, вы имеете право войти в НАТО, но вы вот, типа, это все получили, что сейчас есть. Оно того стоило, вы в НАТО не вошли. И, в общем, это один из моих... Нет, ну, смотрите, по этой логике, например, очень четко в эту логику ложится заявление Зеленского в интервью ABC о том, что, слушайте, Путин же не захватил, не оккупировал всю Украину. Значит, мы побеждаем. Хороший подход, Владимир Александрович. Давайте вот вы еще его как бы реализуете на практике, скажете, что Украина устояла, 4 региона стали российскими, и слава богу, и давайте дальше пытаться найти какие-то пути взаимодействия. Это хороший, на самом деле, шаг, который свидетельствует о том, что задача победы постепенно переформулируется с границ 91-го, с там, захвата Москвы до каких-то более реальных моментов. Но ситуация состоит в том, что внутри украинского общества довольно сильно разогнана вот эта вот военная истерия, что необходимо побеждать, необходимо оружие, НАТО, санкции. Вот мы сейчас все получим и нанесем такой удар, от которого москали никогда не оправятся. Меж тем, на самом деле, куда логичнее было бы сейчас зафиксировать потери ради украинского народа, ради его будущего, чтобы украинцы жили, как бы размножались, богатели и, соответственно, двигаться дальше. Я говорил, что это похоже на культ смерти, когда как будто завидная судьба любого украинца — это родился, повоевал с Россией и умер. Но это не должно быть так. Это неправильно. Люди не так живут. Мы живем ради жизни, а не ради смерти. Вот, поэтому да, соответственно, что уж мы тут уж от горилл до НАТО куда-то дошли, ну, короче, Россия никуда не денется, и если это осознать, можно нащупать политическое решение этой проблемы. Украина проиграла войну, говорю это без всякой там ненависти, какой-то украинофобии, так вышло. Поэтому что можно здесь сделать? Поговорить с Россией. Россия тоже не какой-то демон, монстр, дьявол. Есть свои интересы, и никто не хочет тоже, как бы, здесь в России тоже нет культа смерти, тоже никто не хочет бросить в топку всех молодых там, и немолодых мужчин ради выхода там к Берлину и Варшаве. Ну, это просто какая-то ерунда. Поэтому, как бы, знаете, трагедия случилась. Мы давно уже воюем друг с другом, и надо это заканчивать, и нам надо это заканчивать, и вам надо это заканчивать. И как это можно закончить? Политическим решением, признанием поражения и сказать: все, дальше мы не будем представлять вам угрозы. Мы не хотим, мы хотим жить мирно, спокойно, пожалуйста, только нас не трогайте. Никакого НАТО не будет, никакого оружия не будет. Вот все, давайте так и договоримся. К сожалению, для многих людей это единственный путь вперед. Россия всегда будет рядом, и несмотря ни на какие гарантии безопасности, у нее будет возможность устроить Украине буквально ад. И в интересах Украины... Подождите, у Украины тоже. Ну, то есть, там эти дроны, вот эта война, вот это все там тлеющее, перетекающее, с паузами, с перемириями, с какими-то... Ну, в общем, если это все выйдет на этот трек, понимаете? Тут же тоже такой момент. Поэтому я и говорю про какие-то решения. Но вы же понимаете, в чем проблема? Вы предлагаете политическое решение сдаться. Как это? Кац предлагает сдаться. Да, я предлагаю сдаться Украине, потому что не прослеживается путей ее победы. Я же не говорю, что надо сдаться Украине, потому что Россия права. В политических рассуждениях категории правоты и неправоты, как правило, заводят в тупик. Если вы пытаетесь найти выход из ситуации, вам нужно отбросить всякие моральные соображения. Там, а права ли Украина? Окей, предположим, права. Дальше что? Поэтому, да, когда вы проиграли войну, вам необходимо, знаете, есть английское выражение типа «sue for peace». То есть, как бы вы выдвигаете условия для мира, вы идете на мирные переговоры, я ей предлагаю безоговорочную капитуляцию. Потому что, понятно, это унизительно там и так далее, но признание собственной ситуации, собственного поражения в рамках переговоров позволит вам довольно много выторговать. Россия не будет требовать там, давайте мы,
не знаю, создадим какое-то киевское генерал-губернаторство и посадим там какого-нибудь, значит, генерал-губернатора. Ну, нет, есть эти условия. И давайте искать выход из этого. Можно к этому как-то привлекать НАТО и ЕС. Как? Пускай НАТО, например, на границе с Украиной со своей стороны разворачивают контингенты. Вот говорили, в Румынии самолеты будут стоять, пускай в Румынии они и стоят. А на территории Украины они не стоят. Просто понимаете, Александр, вы говорите, как же так, жить, сдаться? А что делать-то иначе? Вот так. И вот, последняя фраза, я добавлю, извините, пожалуйста, да, что вот вы говорите, что Украина тоже никуда не денется. Совершенно верно. Украина тоже никуда не денется, и поэтому мы хотели бы как бы договориться. Но если мы сравниваем, кто кому больше может создать проблем, то Россия может создать больше проблем для Украины, чем Украина для России, потому что она больше, у нее больше вооружений, денег, и она просто едина, в отличие от там общего западного блока, который немного расколот. Поэтому да, окончание конфликта в интересах обеих сторон. И надо договариваться, а не капитулировать безоговорочно. Потому что если затянуть, потом, возможно, придется капитулировать безоговорочно. И это как бы плохо для Украины. Почему Трамп? Ну, вот это, кстати, вот всю прошлую неделю вот эта вся история была: приезжай в Москву, не приезжай в Москву, а потом Зеленский говорит, пускай приезжает в Киев. Ну, в общем, такое шоу, да, цирк с конями, если так политически можно это все назвать. Но по большому счету в этом есть тоже глубинный смысл. Вот мы с вами пляшем вот это вокруг этого, капитуляция или недокапитуляция, или просто, скажем так, ну, новый договор. В общем, по-разному можно подать. А что такое победа? А пока мы есть, мы уже победили. Вот эти все сентенции. Но по сути-то, вот были же четкие посылы. Хоть с чертом лысым, я готов ехать и договариваться, если это остановит войну. Это говорил Зеленский образца там, 19-го года, да, или 18-19 годов. Ну окей, вот она же возможность поехать договориться с чертом лысым, без вот этой подготовки, о которой мы с вами, ну и мы с вами, и со многими экспертами, экспертно сидим, вот это вот рассуждаем, группы, делегации, наработать форматы, документы. Не, просто приехать, встретиться. Для России пускай это будет встреча с главой режима или там главарем режима, да, там. А для там Зеленского это будет встреча с этим злом, которое вы описали выше, вот этим самым-самым страшным. Но как бы хотя бы начать какой-то контакт и, в общем, начать заканчивать. Но вместо этого мы видим фарс и шоу. Я не хочу спросить у вас, там, почему это не состоялось. В принципе, все очевидно. Или там не состоится. Меня интересует другое. Вот как американист, Алексей. А почему Трамп не может взять за ручку Зеленского, отвезти в Москву? Почему Трамп не может прийти, вот к нему ходаки поехали, и были ходаки тогда после Аляски, сесть, собрать, значит, так и так, давайте. Значит, это же капитуляция. Нет, это не капитуляция. Это, скажем так, новый мир, новый миропорядок. Все, гарантии наши есть. Мы всех будем прикрывать отовсюду, с воздуха, с моря, с речки, с земли, из подвала. То есть все будет хорошо. Но вот сделаем, вот идем по этому пути. Европа ж вроде как, ну, гривой кивает. Ну и Украина должна покивать. Почему Трамп, почему Америка не может вот заставить пойти на непопулярное решение? Это же классная отговорка выйти перед народом Украины и сказать, что... Ну, это, кстати, Янукович недавно появлялся, да, вот это вот тоже там, что я могу сделать? Это, помните, перед Майданом или во время Майдана в Вильнюсе сняли там с Меркель тихонечко разговоры, он говорит, тут сильная Россия, тут на меня давит Европа, что я могу сделать? Ну, вот вышел бы и сказал, что я могу сделать, Зеленский? Трамп так решил. Вот подождем, пока Трампа поменяют, а там видно будет. И все, и все бы занимались своими делами, и война бы закончилась. Хорошая точка зрения, но абсолютно невыгодная для Дональда Трампа. Дональд Трамп не мыслит себя президентом мира. Он полагает, что он, конечно, самый сильный политик на свете. Это во многом так. Но, тем не менее, он мыслит в первую очередь американоцентрично. Тот вариант, который вы предлагаете, действительно приведет к остановке войны. Но он приведет к тому, что Дональд Трамп будет автором поражения Украины. Он будет тем человеком, который в массовом сознании, в общественном мнении заставил Украину подписать унизительную капитуляцию. Он будет буквально человеком-лузером. Он от этого хочет избежать любыми путями. Почему он перекладывает ответственность за Украину на Европейский Союз? Чтобы когда произойдет крах, он мог сказать:
Но не удержали европейцы. Я все передал. Я вводил санкции, я поставлял оружие, я что-то делал, а они все прошляпили. Поэтому он не будет этого делать, потому что это ему самому невыгодно. Дональд Трамп делает то, что выгодно ему лично, и то, что выгодно США. В зависимости от вашего отношения к Трампу, эти две этих мотивации можно менять местами. Что для него важнее? Лично его или американское? Вот, поэтому этого не будет. Но я думаю, что в итоге, когда мы придем к развязке, именно эта стратегия будет выбрана Зеленским для того, чтобы объяснить, почему все пошло не так. Потому что Запад ударил в спину, обещал поддерживать сколько необходимо, это слова Джо Байдена, потом обещал поддерживать сколько они могут, это слова Джо Байдена, а потом вообще сказал, да я вообще посредник, меня как бы все это не очень касается, это уже слова Дональда Трампа. Поэтому, понимаете, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. И никто не хочет здесь усыновить это поражение. Зеленский, если пойдет на эти условия, он будет отцом поражения. Трамп, если приведет Зеленского за ручку, будет отцом поражения. Быть отцом поражения никто не хочет. Давайте я объясню, как с моей точки зрения, почему Зеленский делает то, что делает. Он понимает, что поражение неизбежно. Он понимает, что необходимо принимать какие-то непопулярные решения. Но если сейчас побарахтаться, побултыхаться, возможно, удастся выторговать что-то в обмен на это поражение. Признав поражение прямо сейчас, он ничего не получит. Он получит просто поражение. Вот как бы 3 года воевали зря. А тут, может быть, пока еще есть кровь в жилах украинского народа, пока люди гибнут на фронте, он там что-то ему удастся, контингентик какой-нибудь, какие-то обязательства, какие-то гарантии, натовский самолетик над Украиной, хоть что-то выторговать в обмен на это поражение. Отвечает ли это интересам украинского народа? Ну, это судить украинскому народу. Я, опять же, чтобы судить объективно, нужно удалиться от своих моральных, эмоциональных, личных оценок. Это касается, кстати, и той встречи в Москве, о которой вы говорили. Давайте не будем говорить Путин-Зеленский, просто рассмотрим ситуацию свысока. Конечно, для Зеленского унизительно ехать в Москву. И понятно, что он не поедет в любом случае, потому что это будет выглядеть как визит к королю, да, то есть едет взбунтовавшийся... Подождите, поехал, взял Москву, что? Да. Казань брал, все брал. Поехал Он же в Москву, снимался взял. на Красной площади, помните, когда у него был какой-то такой КВНовский, что вот москали тут и так далее. Поэтому я думаю, что Владимир Путин согласится на встречу не в Москве, если заранее будут обсуждены вот эти условия, договора или, если вам угодно, капитуляции. Потому что как Владимиру Путину не потерять лицо? Следующим образом, Владимир Зеленский, если он приедет и скажет, я отказываюсь от всяких переговоров, это будет восприниматься как потеря имиджа. Но если это будет в Москве, можно будет сказать, что я принял этого мятежного вассала, а он не согласился, и отправляйся во-свояси. Вот, поэтому или встреча... И у Зеленского все классно. Смотрите, не побоялся, поехал. Прям в лицо, прям в Москве ему сказал, нет, отдавай назад границы 91-го года. И уехал. Да. И уехал. Вот в итоге как бы... конечно, это не приведет ни к остановке, ни к чему. Это буквально просто два лидера политических друг другу предъявят претензии. Поэтому, конечно, для Владимира Путина встреча с Зеленским – это легитимация Зеленского в глазах большого количества людей. Поэтому эта встреча будет возможна только тогда, когда заранее будет ясно, что подпишет на этой встрече Владимир Зеленский. И конфликт в итоге будет положен. Конец конфликту будет положен личной встречей. Но эта личная встреча должна быть формальной и протокольной, с подписанием уже давно известных параметров. А просто поговорить... Трехсторонняя встреча, кстати, может быть. Трамп, Путин, Зеленский. В это я больше верю. А вот именно двусторонняя только при таком условии. Зеленский проигрывает. Не ему диктовать эти условия, приезжая в Киев. Почему? Сейчас в Киев приедем, на танках, да, условно говоря. Поэтому, да, не ему диктовать эти условия, и поэтому скорее трехсторонняя встреча, нежели двусторонняя. Посольство США в Украине осудило удар по Киеву, вот этот крайний, да. В общем, сообщается, что вот атакованы гражданские объекты, бессмысленное убийство матери и младенца, а также разрушение беспрецедентного масштаба недопустимо. Именно поэтому
приоритетной задачей президента Трампа является прекращение войны путем справедливого, прочного урегулирования на основе переговоров. О как! То есть мы увидели, как, в принципе, знаете, как бы человек внешне поменялся, но суть его осталась та же. То есть они взяли вот эту, ну там, как бы опять играя на нервах, там о том, что там ребенок, мать погибли во время обстрела. То есть это все мы видели и раньше. Но суть такой, вот поэтому на основе переговоров и как бы, вот Трамп хочет все закончить и вот таким вот образом. Европа говорит, что сначала Путин-Зеленский, потом Путин-Зеленский-Трамп, потом Путин-Зеленский-Трамп и еще кто-то. Ну, наверное, я так понимаю, от Европы или, ну, в общем такую видят дорогу, видят дорожную карту завершения, ну, или как переговорный процесс вот в таком духе. А у меня возникает вопрос. Так а Стамбул зачем был? А где вот эти инициативы? Давайте подгруппы там создавать, давайте как-то вот двигаться дальше. Ведь каждый день это действительно это гуманитарная катастрофа. Я вот вчера в шуме показывал, то есть Днепропетровская область. Ну, межевая, достаточно там, крупный населенный пункт. Да, он прифронтовой, не так далеко от фронта, там 10-15 километров. Понятно, что люди там живут, у них нет ничего. Ну, ни света, ни воды, ничего. И как бы, ну да, Днепропетровская область. Но это же фактически, это же зона войны, которая идет дальше, чем линия фронта или боевого соприкосновения. И вот все думают о том, что, ну вот смотрите, что там подумаешь, там, ну как Сырский попал вчера в просак, вот это вступил в такую, в безуглую в очередной раз, говорит, 5 километров квадратных на Добропольском и Покровском направлении россияне взяли, а мы освободили 25. То есть получается, а пресса как написала, в 5 раз больше освободили ВСУ, чем взяли россияне. Круто! Круто. Правда, там речь идет о вот этом участке, там, где была зона большого длинного прорыва, и там вот это сейчас возня и война идет. Но это вот нас берут, как под микроскопом показывают там какой-то кусочек, и говорят, смотрите. А если посмотреть, ну, отдалить линзу микроскопа, то видишь абсолютно другую картину, что, ну, в общем, как бы болезнь войны прогрессирует, и только нарастает и захватывает все больше и дальше. Потому что вот этот тыл прифронтовой, он уходит вообще дальше. И жизнь у людей меняется, и абсолютно, ну, как бы теряется Украина. Как вы думаете, вот все-таки сможет ли Трамп назначить последние 2 недели для переговоров? Вот последние. Мы уже раза 3 это видели. Ну, последнее-то он назначить может, а потом-то что? Я думаю, для того, чтобы из этого двигаться куда-то дальше, необходимо сначала получить согласие Европейского Союза и Украины на какие-то уступки. Помните, по-моему, это месяц назад, что ли, было, Дональд Трамп довольно интересно покритиковал Европейский Союз. Он говорит, что Европейский Союз рассуждает только о санкциях, рассуждает только о наказании, но не, вот как бы он предлагает России кнут, но не предлагает пряник. Никакого пряника России не предусмотрено. Просто уйдите, просто согласитесь, просто признайте поражение. Хотя вы выигрываете на поле боя. Это безумие, конечно. Поэтому я думаю, что здесь необходимо будет согласовать, во-первых, уступки со стороны Украины и какие-то пряники по отношению к России. Какие это могут быть пряники? Россия может получить военным путем довольно много. Она может получить довольно много территорий и так далее. Но она никогда не получит военным путем какое-то признание со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов Америки и так далее. Поэтому я думаю, что новая договоренность с Европейским Союзом касательно какого-то устройства вооруженных сил в Европе, новая договоренность с Европейским Союзом, с США, та самая архитектура безопасности, она может быть полезна и для России, и для Запада. Потому что, понимаете, вот недавно была новость, что в Латвии уже думают о призыве женщин на обязательную военную службу. Когда вы призываете женщин на обязательную военную службу, это показывает, что вы правда верите в войну, потому что, ну, как бы это уже буквально, да, то есть всегда мужчины умирают, женщины сидят дома, потому что они там рожают детей. А если вы у женщин бросаете в каток этой войны, то это буквально как, не знаю, там Германия в последние месяцы 1945 года. Поэтому я думаю, что вот это
договоренность может помочь. Понимаете? Ой, у Европейского Союза есть большая проблема. Вообще у Запада в целом. Они почему-то никогда всерьез не воспринимали российские озабоченности в области безопасности. Они много раз говорили, что это имперские амбиции, что это автократия, что это диктатура, людоедство. Вот недавно Макрон употребил термин «огр», да, буквально людоед, там, огр. А вы пробовали всерьез к этому отнестись? Вы пробовали не ограми обзываться, а подумать, окей, ладно, может быть какая-то доля истины, разумное зерно в этом есть. Может быть, можно что-то обсудить. Поэтому я думаю, что Трамп может назначить последние 2 недели, если он будет понимать, что со стороны Украины есть уступки. Что это позволит ему сделать для Украины? Это позволит ему позвонить Владимиру Путину и сказать: дорогой Владимир Владимирович, я договорился с ними, они отступят. Но, пожалуйста, давайте, вот мы обсудим, например, что мы сделаем какую-то передовую базу НАТО там, типа в Румынии, там, или мы создадим там склад вооружения, который в случае там нападения кого-то может быть передан Украине. Давайте подумаем, хотите ваших российских наблюдателей там поставим, чтобы это не... Ну, короче, он может что-то выторговать для Украины. Но чтобы что-то выторговать для Украины, ему нужно что-то Путину предложить. Пока он может предложить только платить и каяться, который ему предлагает Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Владимир Зеленский. Поэтому, да, последние 2 недели назначены быть могут, но только если Украина и Европейский Союз будут готовы всерьез отнестись к России и предложить ей какие-то, соответственно, уступки со своей стороны. Вот так. Алексей, по поводу безопасности, отношения к безопасности. Такие на прошлой неделе были тяжелые случаи. Как там в Европе украинку там толкнул под поезд, скажем так, мигрант, да. И, конечно, вот в Соединенных Штатах Америки ситуация в Северной Каролине, Шарлотта, в общем, город, где темнокожий человек, да, вот просто так в вагоне метро, в общем, умертвил украинку. Да, и это все максимально на камерах, там, понятное дело, его приняли. Сегодня этой темой заинтересовался Илон Маск. Но в каком ключе? В ключе Associated Press. Мол, что ж вы об этом не написали? То есть вы писали о том, как там кто-то темнокожего, и началась вот эта вся история там с Билэем и так далее. Да, вот об этом вы писали. Вы можете писать еще какую-то там историю, там, где жертвы, скажем так, вот те, которые удобны вам, продемократическим партиям, глобалистским СМИ, а об этом не написали. А ситуация же резонансная, и она нас погружает в абсолютно другую реальность. Вот потому что мы говорим о войне, мы все в войне, вот эта вся тема сейчас номер 1 возникает. Возникают же очень важные и серьезные боковые, но важные глобальные тренды. Тот же Илон Маск писал о сокращении белого населения на планете просто в сумасшедшее количество раз. Там в 1900 году оно было там 1%, сейчас вообще вдвое, там, втрое ниже. То есть мы помним это. Вообще отношение к безопасности, отношение к твоему социальному наполнению твоего государства, я не говорю слово народ, там, да, нет, вот просто кто твои граждане, кто на этой территории, где ты руководишь, кто, какая там атмосфера, что там происходит. Кажется, об этом стали забывать на фоне вот этой политической, геополитической, политической истории. Понятное дело, что очень круто порассуждать, а какой будет БРИКС, а вот там они созваниваются онлайн, а тут Бразилия, а после ШОСа, как это выглядит. Круто. Но ситуация на Земле, она же влияет на западных странах на то, что в элитах, по идее, в Украине не влияет. В Украине плевать. Можно ловить. Это не дойдет до верхов. А протесты в Украине видят только вот эти какие-то смешные. Там давайте армию защитим, давайте какую-то НАБУ и САП защитим. Или мне так понравилось, выставили эти мовные омбудсмены во Львове и начали скандировать «мова має значення». Язык имеет значение. Подождите. Важна атмосфера и состояние дел в обществе.
Неужели западные элиты в своих странах это все устраивает? Это хороший, сложный вопрос. Это в целом вопрос о том, что такое Запад, что такое нация, что такое страна. Есть там, понятно, разное понимание национализма, условно говоря, французское, условно говоря, немецкое. Французское – это национализм паспорта, а немецкое – это вот типа дух нации. Да, вот немецкий народ, он там рассеян по разным странам и так далее. Вот. Здесь есть такой момент. Знаете, вот, например, США, как американист, наконец, могу выступить на своем любимом поле. В целом, в США есть две конкурирующие идеи о том, что такое Америка. С одной стороны, есть люди, которые живут в так называемых flyover states. Это штаты, которые презрительно называются штатами для пролета над ними на самолетах. То есть, как бы их цель только для того, чтобы ты летал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и так далее. Эти люди во многом условно, что это только они, но они полагают, что США были основаны как страна белых, богобоязненных, свободных, вооруженных фермеров. Это люди, которые имеют четкое происхождение, они верят в Бога, понятно в какого, они христиане, и Америка должна развиваться, как завещали эти люди. Есть второе мнение, оно как раз распространено в этих городах, до которых нужно лететь на самолете. Это города на берегах океанов, и это города очень сильно разномастные. Там куча людей, куча наций, куча языков, куча флагов и так далее. И они считают, что Америка – это не страна каких-то богобоязненных белых стариков, а это страна, где каждый может приехать, и это такой вот буквально, знаете, раньше говорили плавильный котел, сейчас отказались, плавиться никуда не надо. Сейчас это называется салатом, где у вас как бы единое блюдо, а в нем разные ингредиенты, не смешиваясь, живут вместе. И вот неважно, черный, белый, мексиканец, кто угодно, вот если вы, значит, здесь живете, вы американец. Сейчас мы видим, как вот эта политика интернационализма, эта политика единого человечества буксует, очевидно. Буксует во многих регионах мира. Мы видим, как в Европейском Союзе на фоне размывания национальной идентичности идет рост популярности правых партий. То есть вот эта точка зрения, что главное – это экономика, главное, чтобы все были сыты и здоровы, она терпит некоторый крах, потому что люди говорят, а мне вообще-то важно, как люди выглядят, на каком языке они говорят, во что они верят. Да, я понимаю, что если я завезу там 50 миллионов мигрантов, то я смогу есть дешевую шаурму, но мои дети, что, мои там дочери вынуждены будут ходить в платках по улице, чтобы на них никто не напал и не потрогал, там непонятно за что. Вот это большой конфликт современного западного общества, и мы видим, как сегодня на фоне краха вот этой интернациональности все больше становятся популярны фанаты правых идей, что это моя страна, это мой народ, это моя нация. Ну, извините, как бы армия, мова, вера, да, это вот буквально во многом про это. И, соответственно, Илон Маск один из тех, кто говорит, что да, для него важно, чтобы это были белые люди, не из-за расизма. У него нет претензий к чернокожим или к мексиканцам. Но не надо там, в нашей стране пытаться свои порядки наводить. В России тоже мы видим сейчас как бы подъем вот такой идеи идет. Так что элиты традиционные, западные. Подождите. В России тоже плавильный котел. Вот вчера был крестный ход достаточно большой. Ну, там разные пишут данные, сколько был. Ну, заявлено по, объему полицейскому, то есть научное представление, 20 тысяч. Ну, то есть, говорят, было больше. Ну, ладно, то есть больше, меньше, но это традиционный крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. В общем, люди собрались, у них на плакатах был Дмитрий Донской, там Невский, вот это все. Мы христиане, мы православные. И там тоже поймали, на видео имеется в виду, поймали представителей, африканцев,
от каких-то темнокожих. И они тоже скандировали, говорят, а ну давайте скандируйте, я русский, с нами Бог. И они скандировали. Видео разлетелось всем, все, конечно, ну какой ты русский, ну что, о чем ты? То есть здесь тоже получается противоборство вот этой концепции. С одной стороны, мы как бы россияне, но с другой стороны, мы империя, поэтому может быть совершенно с разными разрезами глаз, цветом кожи, осанкой, походкой, носом, да, человек говорит, я русский, и с ним Бог. Совершенно верно. Действительно, в России тоже есть, я говорил, этот процесс, но он во многом не этнический, он во многом как раз просто национальный. Действительно, русские, как имперский народ традиционно, им может быть и африканец. Здесь важно, чтобы человек, во-первых, говорил на языке, принимал российский флаг как свой единственный. В России сейчас не очень нравится, когда с флагами других государств бегают по улицам. Вот. И, соответственно, соблюдал законы и уважал обычаи народов России. И, соответственно, здесь проблем в этом плане не будет. Так что, да, Россия – это в этом плане уникальный пример государства такого постимперского, огромного, федеративного. У нас действительно много национальностей, при этом русских, кстати, этнически там 80% или больше, но все равно русским здесь может быть каждый. Мы знаем, что у нас есть регионы, в регионах используется язык, никто не думает татарам запрещать татарский, никто не думает башкирам запрещать башкирский. Если бы так было в Одессе, никому бы не запрещали русский, может быть, не так бы все плохо и было. Вот, поэтому, да, это каждая страна проходит вот эту вот новые процессы по-своему. У России из-за своих исторических причин проходит по-разному. Ну, короче, да, может быть и негр преклонных годов, да, вполне может быть и русским, если он уважает нашу страну, ее любит, и никаких проблем в этом плане не будет. Так что, да, процессы идут. Западные элиты, кстати, все интернационалистские. И вот именно восстание людей против этих элит, которые не имеют никакого отношения. Понимаете, элиты не живут в тех районах, где бесчинствуют мигранты. Элиты не ходят в те школы, где там больше половины людей не говорят на вашем языке. У элит не отбирают на улице телефон с мотороллера. Недавно в Лондоне установили даже на улице специальную вот вдоль дороги такую полоску, где написано «Опасайтесь, значит, этих воришек, которые выхватывают телефоны». Так что да, этот процесс идет. И в разных странах идет по-разному. Стойте. Так, а тогда элита какого народа? Это элита. Это элита интернациональная, она не имеет корней, как правило. Это элита людей, для которых деньги – это главная мотивация, для которых нет ценности, ни язык, ни народ, ни традиции, а именно вот деньги, чтобы, знаете, богатеть, завозя каких-нибудь там мигрантов из Сирии. Поэтому как раз-таки люди, для которых слова «нация», «флаг», «народ», «язык» не пустой звук, это представители правых партий, становятся все более популярны в странах Европейского Союза. Европейцы не хотят растворяться в плавильном котле. Белые люди, действительно, это мировое меньшинство. Их мало. Там вот Маск писал, реально, было там 30%, Саша стал 8%. Поэтому, да, это интересный процесс, вызванный глобализацией. Это откат вот этой глобализации, когда миру говорили, да нет никаких границ, все едино, мы все там сыновья человечества. Но выясняется, что нет, не все сыновья человечества. Во многом, кстати, потому что другие сыновья человечества понаехали в европейские страны и стали там пытаться устанавливать свои порядки, а не интегрироваться и не благодарить страну, которая их приняла, не ходить тише воды и ниже травы, говорить, да, спасибо большое, мне было плохо в моей стране, я приехал в вашу, и теперь я буду, не знаю, там, ходить в церковь по воскресеньям и в целом, не знаю, исповедовать светский характер государства. Так что да, это глобальный процесс. И мы наблюдаем его во всех странах, и каждая страна справляется с ним по-разному. Европейский Союз, вполне возможно, мы с вами не узнаем лет через 10. Когда здесь у вас будет национальный фронт, там будет альтернатива для Германии. Пусть не везде, но этот процесс постепенно идет. Помните альтернативу-то эту для Германии? Поначалу вообще там 3-5%, да кто это такие? А сейчас самая популярная партия по опросам. Ну вот, сами виноваты своим интернационализмом докатились, в общем. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли.
Спасибо вам, спасибо, Александр. Традиционно всех призываю приходить ко мне в телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Внешняя, то бишь политика. Всем спасибо. Ну, до встречи, полагаю, через неделю. Да, друзья, встретимся обязательно с Алексеем. И от вас лайк, хороший, добрый комментарий. Ну или не очень хороший, но добрый. Всем добра и света, увидимся.